Всем привет, дорогие друзья, с вами Фил, и сегодня я расскажу вам о ближайшем турнире PUBG Corporation, о том, когда ждать интересные спойлеры от разработчиков и о новых рекордах мобильного PUBG. Поехали! И перед тем, как рассказать вам всю эту интересную информацию, хочу напомнить, что смотреть любое киберспортивное мероприятие становится куда интереснее и азартнее, если сделать даже небольшую ставку на любимую, ну а лучше на сильную команду. Хорошо, когда они совпадают. Сделать это можно в самом надежном букмекере 1xBet. Там вас ждут мгновенные выплаты, высокие коэффициенты, а по промокоду FIL вы получите до 6500 рублей при первом депозите. Ссылочку можно найти под видео. А первая новость касается фестиваля Gamescom 2018, посвященного новинкам в мире компьютерных игр. Пройдет он с 21 по 25 августа в Германии в городе Кёльне. В нем, как и в прошлом году, будет отдельный стенд, посвященный нашему PUBG. Судя по твитам Брэндона Грина, он уже на месте и, возможно, готовится показать нам что-то уникальное. По опыту прошлого года можно предположить, что в игре появятся новые коллекции шмоток, а может даже и новый кейс, посвященный мероприятию. В любом случае, без новинок нас не оставят, все-таки Gamescom довольно популярное мероприятие, и его основной целью является именно показ анонсов. Будем надеяться, PUBG Corporation и Брэндон Грин нас не разочаруют, хотя я не исключаю возможность такой ситуации, что большая часть спойлеров коснется Xbox версии игры или мобильного PUBG. Но помимо ожидания чего-то нового, на ESL Gaming уже появился анонс благотворительного турнира. В нем примут участие 32 приглашенных участника и 32 человека, прошедших отборочные квалификации. Призовой фонд турнира будет $500 тысяч, и абсолютно все эти деньги будут направлены на благотворительность. Но вот проходить он будет не совсем в классическом формате. Помимо обычной игры, участникам, разделившимся в команды по 2 человека, предстоит пройти 62 испытания. Каждая команда, по словам организаторов, будет сосредоточена на своем определенном виде благотворительности. Как будут распределяться деньги за эти испытания, вы можете видеть в таблице, приведенной на экране. Если говорить точнее, то на каждой карте может быть получено до $38 тысяч на благотворительность, не считая $5 тысяч за победу. Каждая игра будет иметь какие-нибудь необычные настройки сервера, так что ожидать 12 игр чисто соревновательного PUBG не стоит, об этом нас сразу предупреждают организаторы. Глобальные задачи будут примерно такими: сделать первое убийство на карте, сделать большее количество убийств, нанести больше всего урона гранатами или убить противника с самой дальней дистанции. За каждое такое выполнение кто-то из игроков будет получать по $2000. Испытания, зависящие от карты, могут быть наподобие убить врага с винчестера, револьвера или даже сковородки. Естественно, цениться они будут куда больше, и за одно такое выполнение игрок получит целых $25 тысяч. В общем, по мнению разработчиков и организаторов ESL, это должно быть здорово. Посмотреть за всем этим шоу можно будет на официальном Twitch-канале PUBG с 23 по 25 августа. А вот в мобильной версии игры дела, похоже, обстоят куда лучше, чем на ПК. По словам разработчиков, сегодня общее количество скачиваний на всех платформах превысило 100 миллионов, и это статистика без учета пользователей Китая, Японии и Кореи. Боюсь даже представить суммарное количество скачиваний, так как, судя по зрителям турниров, количество из Азии обычно в десятки, а то и в сотни раз больше, чем всего остального мира. Онлайн в мобильном PUBG, по словам разработчиков, также продолжает расти. В мае этого года он составлял 10 миллионов человек в сутки, в то время как сейчас эта цифра достигла 14 миллионов человек, что по сути в 14 раз больше, чем онлайн на ПК. Конечно, не стоит забывать, что в отличие от компьютерной версии, мобильная игра является бесплатной и даже имеет свой бесплатный эмулятор для игры через ПК. В любом случае, это хороший результат для PUBG Corporation, и конкурировать сами с собой за онлайн они явно не будут. А на сегодня это все, ждем завтрашних новостей, возможно в ближайшее время разработчики перенесут тестовый сервер на основу, и мы в полной мере насладимся новым оружием и катанием на скутерах. Всем спасибо, что смотрели, удачи, пока-пока!